Всем привет! Кто меня знает, не знает, узнает. Значит, что я делаю, куда еду, да и зачем все это записываю. Сейчас нахожусь в Гватемале. Еду в сторону Мексики, в сторону штата Чиапас. Буквально вчера был в Тикале и посетил еще позавчера Эль-Мирадор. Это Гватемала, пирамиды древней цивилизации майя. До этого проехал много штатов Мексики и Белиз, также с посещением пирамид майя. Вот. И, в принципе, с чем это я делаю? Вопрос, зачем я это делаю? Во-первых, это мне стало интересно прикоснуться к прошлой цивилизации, как вообще жили, что они знали, что они видели. Возможно, то, что не знаем мы. Возможно, все, что мы знаем, но забыли. Возможно, это были мы, но поменялись просто в измерении. Так вот, движение, по которому я сейчас еду, суть вообще не в стране, суть не в окружении, а суть в движении. И когда я двигаюсь, я много думаю. То есть мне нужно движение, чтобы размышлять. То есть у меня должен быть путь. Если я сижу, я не могу выдумать там какую-то мысль, придумать. Дай-ка я сейчас тут посижу, голову почешу и сейчас надумаю, расскажу. У меня так не работает. То есть мне по факту нужно ехать, двигаться, и в этот момент я имею мысли, которые готов рассказать и поделиться. В Мексике тоже ехал по штату Чиапас, хотел тоже записать вот в машине, настроить, но что-то там как дорога вот такая зигзагами была, по горам, по холмам, не получилось. Здесь сейчас остановился, полчаса настраивал все это, чтобы заснять. Так вот, я считаю, что и чувствую, по крайней мере, рассказываю все свои ощущения, свои мысли на сегодняшний день. Когда вот я еду вдоль границы Гватемалы между Мексикой, а это в основе майянские территории, я бы сказал, земли, то тут присутствует какое-то, по-разному можно назвать, энергетическое поле, прошлое, ну и все прочее. И видя даже народ, который здесь живет, на этих землях, я просто проезжаю вот эти земли и специально даже хочу посмотреть, как они вообще живут, чем занимаются, да вообще, как вообще происходит их жизнь. И по плохим дорогам, и без асфальта, с асфальтом, разные дороги по факту. Особо сюда никто не едет. Типа, а что здесь смотреть? Вот, и мои размышления следующие, что здесь, во-первых, люди не живут в каких-то призмах богатства, власти и так далее. Они живут просто сегодня и сейчас. Но их цель – это род, то есть, да, воспитание, питание, хозяйство. И никто там не планирует
купить себе яхту, либо вертолет, еще что-то. Да и цели вообще не ставят. Цели совершенно другие. Взгляд на мир совершенно другой. И никто не ставит там каким-то стать умным. Сейчас я тут книжек начитаюсь и стану супер ботаном. Нет. Тут совершенно другая атмосфера, и эта атмосфера мне, по крайней мере, позволила посмотреть на это все в составе Тетраадора. С другой стороны, что те люди, которые здесь именно живут, и те проблемы, которые здесь присутствуют и существуют, а здесь в основе небезопасные районы, криминал, бедность. Как кому-то скажешь, ну, так это же бедные страны, там, что там делать? Так суть не в том, какая страна бедная, какая богатая. Порой бедность показывает вообще человеческую натуру, как он живет и какая цель его этой жизни. И я считаю, в бедных странах, по крайней мере, которые я видел, это Гватемала, это вот Мексика, в основе, где очень много истории майя, они живут взглядом на веру, и в них вера намного выше, чем деньги какого-то бизнесмена. Я не говорю про всех. Конечно, в каждом поколении, скажем так, народе, да, есть категория людей, которая тоже обожжена этим и хочет там какой-то власти, какого-то достатка, как доказательства, что он крут. Но большинство, если суммарно говорить, так как страна бедная, и Гондурас то же самое, вот страна она бедная и непривлекательна, да, то есть кто туда не хочет, никто туда не хочет ехать. Но именно вот эти страны, они живут совершенно в другом формате. Они даже, те народы, больше посещают церковь, ну, ради примера. Можно увидеть, что ты зайдешь в церковь, люди приходят, и там даже в определенных местах очень много людей. То есть они собираются и верят. У нас же в каких-то более развитых странах такая красивая, позолоченная там церковь, храм, мечеть, неважно, с коврами, с хрусталями и все прочее. Там собираются только по праздникам. Ну так, фуршет-муршет, там показаться, что мы во что-то верим. Либо верим, когда нам плохо, и туда идем. Так вот здесь идут туда никогда плохо. Тут идут и семьями, и родственниками, и обсуждают все сегодня, да, и вообще прошлое, да и будущее. Я бы сравнил как-то это то время СССР, где у нас тоже была такая бедность, криминал, и люди больше собирались, общались, коммуницировали, ну и не было интернета, всего прочего, который, в принципе, поглощает человечество и уничтожает. То же самое сейчас делает продолжение искусственный интеллект, совершенствуя это движение. И вот здесь оно не так развито, то есть оно не распространяется так сильно, я бы сказал, как в развитых странах, потому что в развитых странах это колоссально быстро все распространяется и уничтожает просто разум человечества. Оно настолько стирает вообще в человеке веру, я уже там не говорю про идолы, у каждого есть свои идолы, там у кого-то Аллах, у кого-то Бог и так далее. Хотя
отвлекусь чуть, идол задан, чтобы увидеть веру и раскрыть себя. Не так, что прийти к идолу и сказать: мне плохо, помоги, спаси. Стало хорошо, все, пошел, спасибо. То есть нет, не так. А именно в таком формате, когда ты веришь, и уже идолы, которые тебя окружают, это твои помощники, а не какие-то твои покровители, да, где ты с требованием приходишь: так, ну ты же Бог, ты мне должен. Нет. По факту человек пришел один, человек один уйдет. Вопрос другой, с чем он уйдет после этой жизни. С каким опытом и изменением. Потому что есть душа, есть тело, я считаю. И в душе самое главное заложено, потому что только работая с душой мы можем что-то изменить вообще в мире. А все работают с телом. Сейчас я себе там, не знаю, грудь сделаю, лицо поправлю, да, там жир уберу и все прочее. Тело пришло и ушло. А душа, она остается, если ты работаешь и не подвержен разложению в аду. Но именно это может спасти и дать следующую жизнь, только работа и действие. По-другому никак. Поэтому нужно понять это все. Но чтобы понять, нужно раскрыть себя изнутри. И вот это не написанная книга, где написать книжку и сказать: так, сейчас мы вам напишем и действуйте по этому алгоритму. Нет. Это все индивидуально и все по-разному у каждого, потому что у каждого своя практика и опыт. И здесь нужно не просто какой-то ментор, сейчас я найду кого-то, и он мне будет спасать, помогать, а именно поверить в это. Только после того, как человек в это поверит, можно делать какие-то действия. Иначе все это бессмысленно. Поэтому Гватемала и Мексика, и майянская история древних цивилизаций для меня показывают то, что ошибки были в прошлом. Только на сегодняшний день мы очень сильно на больших скоростях улетели туда, где уничтожает это все не только человечество, но и планету. И это грустно.